Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Эту версию платочной вязки мы будем вязать на основе резинки 1 на 1. Нужно будет набрать любое количество петель кратное 2. Я, например, наберу 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После того, как набрали петли для узора, добираем одну петлю для симметрии, чтобы у нас узор смотрелся одинаково с обеих сторон. И еще 2 кромочные петли. Первую кромочную петлю я буду снимать не провязывая в каждом ряду, а последнюю буду провязывать изнаночной. После того, как петли набраны, нам нужно будет провязать один установочный ряд. Вяжем его так. Кромочную петлю я переснимаю, не провязывая, а дальше раппорт. 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая. И вот этот раппорт мы будем повторять до конца ряда. 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. В конце останется 2 петли, 1 петля для симметрии, мы провяжем ее изнаночной, и кромочная петля, ее тоже изнаночной провязываем. А дальше мы уже будем вязать сам узор. Этот узор мы будем вязать в 4 ряда, то есть будем повторять 4 ряда. Итак, первый ряд узора, он находится на изнаночной стороне, вяжем мы его так. Кромочная петля, ее снимаем, не провязывая. Дальше у нас 1 петля лицевая для симметрии, а дальше уже раппорт, который будем повторять. 1 петля изнаночная с 2 обвитиями, то есть мы дважды обмотали нить, 1 лицевая, и снова повторяем вот этот раппорт. 1 петля изнаночная с 2 обвитиями, 1 петля лицевая. Так вяжем до конца ряда, повторяя раппорт. В конце останется кромочная петля, ее провязываем изнаночной. Второй ряд находится на лицевой стороне. Вяжем мы его так. Кромочную петлю переснимаем, не провязывая, а дальше у нас будет раппорт. 1 петля изнаночная. Дальше мы с вами отсчитываем перед следующей петлей 2 протяжки. 1 протяжка ниточка, 2. Вот под эту вторую протяжку мы спицу вводим правую и еще вводим вот в эту нашу двойную петлю. Снимаем эту петлю, и нам теперь надо эту петлю вывести из-под протяжки. Вот так вывернули мы ее. Так и оставляем ее не провязанной на правой спице. И вот этот раппорт будем повторять. Снова повторяю. 1 петля изнаночная. Ввожу спицу правую под вторую протяжку и в петлю двойную. Снимаю петлю и вытягиваю ее из-под этой протяжки. 1 петля изнаночная, под протяжку, в петлю и достаю. На самом деле очень легко вязать, то есть выглядит сложно, но на деле гораздо все проще. Не вяжите туго, тогда будет еще легче. В конце останется у нас 2 петли, 1 для симметрии, мы ее провязываем изнаночной, и кромочная, ее тоже изнаночной провязываем. Третий ряд у нас находится на изнаночной стороне. Вяжем его так. Кромочную петлю переснимаем, не провязывая. Дальше у нас 1 петля для симметрии лицевая, а затем раппорт. Он у нас такой же, как в первом ряду. 1 петлю изнаночную провязали с 2 обвитиями, 1 лицевая. И повторяем раппорт до конца ряда. Изнаночная петля с 2 обвитиями, 1 лицевая. И снова изнаночная с 2 обвитиями,
лицевая. Так вяжем, пока не останется одна кромочная петля. И вот эту петлю, оставшуюся кромочную, провязываем изнаночной. И последний, 4-й ряд, вяжем мы вот так. Кромочную переснимаем, не провязывая. Далее раппорт. Одна петля изнаночная. Дальше отыскиваем вторую протяжку, но уже не перед петлей, а за петлей. Смотрим: первая протяжка, вторая протяжка, вторую ниточку за петлей. Вводим туда спицу и спицу вводим также в нашу двойную петлю. Скидываем петлю с левой спицы и также выворачиваем ее через вот эту протяжку. Оставляем ее не провязанной. И вот этот наш раппорт мы будем повторять до конца ряда. Снова повторяю. Одна петля изнаночная. Дальше ищу вторую ниточку за следующей петлей, ввела спицу под нее правую и в петлю двойную. Петлю скидываю с левой спицы и проворачиваю из-под протяжки. И так будем вязать до конца ряда, пока не останется 2 петли. В конце у нас остались петля для симметрии и кромочная, и мы обе эти петли провязываем изнаночными. Повторяйте вот эти 4 ряда на нужную вам высоту. Для вязания по кругу нам не нужны кромочные петли и петля для симметрии. То есть мы набираем любое количество петель кратное 2. Дальше один ряд провязываем, 1 петля изнаночная, 1 лицевая. Потом вяжем так. Первый и третий ряд узора мы вяжем по-другому. 1 петля изнаночная будет, 1 петля лицевая с 2 обвитиями, а 2 и 4 ряд вяжем так, как я уже показала. Получится вот такая вот красивая новая версия платочной вязки. Говоря новая версия, я имею в виду, что она другая, не такая, как обычная платочная вязка, а не то, что я ее сама придумала. Этот узор придумала не я. Ну вот, посмотрите, какой классный. Вот так выглядит изнанка, это уже более похоже на обычную резинку, а лицевая сторона, конечно, прямо вот притягивает взгляд. Это одновременно и резинка, можно ее смело использовать, она очень хорошо держит форму, возвращается именно вот в это положение исходное. Но и очень-очень эластичные носки, варежки, шапки. Чем пушистее будет пряжа, тем более заполнены вот эти дырочки будут и продувать не будет. Также можно использовать этот узор в качестве основного. Вот такой вот интересный узор, и вяжется он интересно, и выглядит интересно. Надеюсь, вам понравился. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вам желаю всего самого-самого хорошего. Ваша Тоня Февралева.